Всем привет, с вами Браномастер. Сегодня мы расширяем свои знания в перезаписи и поработаем с разными типами инпутов. У меня в коде с прошлого урока осталась первая задача. Мы в этой задаче брали текст из поля ввода и при клике на кнопку вводили его вот сюда. Я поменяю немножечко нашу логику и сделаю так, что при клике мы будем к старому добавлять новое. По итогу у нас получится теперь вот такая обновленная строчка. Как вы думаете, к чему приведут такие изменения? Я впишу вот сюда, в поле ввода, буковку О. Что будет, когда я нажму пару раз на нашу кнопку? Дам вам пару секунд немножко подумать. Надеюсь, вы подумали правильно. В таком коде при каждом клике у нас будет к старому добавляться новое. То есть сначала будет одно О, кликну еще раз, 2 О, 3 О, 4 и так далее. Это решение мы написали, используя развернутую запись перезаписи, но я могу написать ее и в сокращенной форме. Выглядеть это будет вот так. Я убираю вот это повторение, убираю плюсик и ставлю его вот сюда. Это будет работать абсолютно так же, как и строчка выше, но визуально выглядит по-другому, сложнее. В живом коде почти всегда используют сокращенную запись. И сокращенная запись может использоваться в очень для нас необычных местах. Именно поэтому профессиональный код для новичка выглядит очень сложно. Когда я использую сокращенную запись, я пишу ее по специальной формуле. Она очень простая. Я удаляю дубликат прошлого значения и математический оператор переношу за равно вот сюда. Если повторить сокращение, то это будет выглядеть так. Я убираю дубликат прошлого значения, потом беру этот плюсик и переношу его за равно вот сюда. Эта формула подходит к любому типу перезаписи. К примеру, я ниже создам другую переменную letHe и скажу, что у тебя первоначальное значение будет hello. Далее я перезапишу нашу переменную, в старое значение добавлю новое user. Если в развернутой записи это выглядит вот так, то в сокращенной по нашей формуле это будет выглядеть уже немножечко по-другому. Я убираю дубликат старого значения, вот так вот, и ставлю плюсик вот здесь, перед равно, то есть переношу его в начало. И это будет работать абсолютно точно так же, как и вот это, хоть и визуально выглядит по-другому. Сокращенную запись мы будем повторять неоднократно, поэтому вы очень скоро ее запомните. Переходим ко второй части нашего урока. Поговорим про разные типы инпутов. Перейдем в HTML, и здесь я уже заранее подготовил немножечко кода. Я его раскомментирую, и здесь мы можем наблюдать новый тип инпутов, тип number. Это такой input, куда я могу вводить только цифры. Буквы абсолютно никакие не могу, только цифры. Попробуем сделать задачу, при которой я буду вписывать вот сюда цифру, и при клике на кнопку буду добавлять ее к этой. То есть у нас тут сейчас 1, и я кликнул на кнопку, тут стало 7. Я кликну еще раз, станет 13. Ну и так дальше. Для начала решения я, как и всегда, подключу все наши HTML теги и добавлю кликабельность кнопки. Это я уже тут сделал, только написал это намного ниже. И вот, я это раскомментирую. Теперь мы можем это использовать.
Сразу скажу, что именно это решение я буду писать в развернутом формате. И это не просто так. Через некоторое время вы об этом узнаете. Первое, с чего я начинаю выполнение данной задачи, это мне нужно при клике на кнопку получить значение из поля ввода. Для этого я сделаю нашу переменную v2 и скажу: возьми input, а у него свойство value. По задаче мне нужно к старому значению добавлять новое. Наше старое значение, то есть циферка 1, находится вот тут, в дивчике out2. Значит, если я хочу к этому out2 добавить новое значение, я пишу out2 и вот текст равно старое значение плюс наше обновление, введенный текст в поле ввода. Вроде бы выглядит правильно. Я к старому значению добавляю новое. Давайте это проверим, только первоначально я вот здесь только что заметил, что не та кнопка написана btn2. Я это исправлю и могу кликнуть. Вписываем сюда 80, нажимаем на кнопку и можем заметить, что что-то не так. Математики не происходит. Если вы очень хорошо подумаете, может вспомните, в каких обстоятельствах у нас не будет происходить математики при вот такой записи. Если кто-то из них, то есть или левое, или правое выражение строка, математики происходить не будет. Будет выполняться склеивание строк. То есть сейчас кто-то из них не число, из-за чего оно не считает это математически и склеивается между собой. И тут возникают очень важные слова. Value из нашего инпута, вот этого, всегда строка. Даже если input типом данных number, и я сюда могу вписывать только цифру, он все равно свое значение будет возвращать в типе данных string. В HTML-странице почти всегда все строкой. Даже если это визуально вам выглядит как цифра, это строка. Это очень важное правило. Повторю его на всякий случай еще раз. Когда мы забираем какие-либо данные из нашей HTML-страницы, они практически всегда строкой. Даже если выглядит вам визуально как цифра, это строка. Запомните это. Исходя из этого, чтобы решить нашу задачу, нам нужно преобразовать вот это в число, то есть поменять тип данных. Для того, чтобы это сделать, я выполню одно очень маленькое действие. Вот здесь в начале я добавлю один символ, плюсик. Вот так. Этот маленький символ преобразует тип данных в number. Помните, в одном из первых уроков я говорил, что оператор плюс выполняет много разных действий. Если у нас слева от плюсика не стоит никакой переменной, то наш плюс работает так, что преобразовывает правое выражение в число. Также хотелось бы добавить, что в число я мог преобразовать вот это разными способами. Но плюс– это самый краткий вариант. Обычно в коде чаще всего используют самый быстрый и краткий подход. Но ведь и правда, зачем нам расписывать код, когда мы можем это сделать одним символом? Но это еще не все наше решение. Ранее я вам говорил такое, что в HTML-странице все строкой, а значит, когда я получаю данные из HTML, они в типе данных string. И это говорит о том, что циферка 1, вот это, тоже строкой. И мне точно так же нужно преобразовать ее в число. Для этого я должен взять наше прошлое значение, а именно вот это, создать под него свою переменную, пусть будет i2, и при получении
также преобразовать в число. Для этого ставлю плюсик, вот этот специально, и преобразовываю его в цифру. И теперь ниже я буду писать следующее. Переменная i2 плюс переменная v2. Вот такая запись уже будет работать, но выглядит куда сложнее. Значит, давайте я проговорю еще раз, что мы тут сделали. Первым действием мы получили значение из поля ввода и присвоили его в переменную v2. Также, когда получали, преобразовали его в число, ведь в HTML все строкой. Ниже я получил значение из нашего дива, то есть эту циферку 1. Точно так же с помощью плюсика преобразовал его тоже в число. И уже на этой крайней строчке я взял значение из поля ввода и математически добавил его к нашему старому тексту, к тексту переменной v2. Также давайте проверим, что оно работает так, как нам нужно. Для этого я поставлю 76, нажму на кнопочку и, видите, считает. То есть мы сделали такой микро-микрокалькулятор, который может добавлять значения из нашего поля ввода. Когда будете решать домашку, и вам нужно будет получать значения из каких-либо полей ввода, то получайте их обязательно именно в теле функции. Это минимизирует ваши ошибки. Также тут я использую специально развернутую запись, так как написать это в сокращенном формате невозможно. Из-за того, что мне нужно было старое значение преобразовать в число, поменять тип данных, в сокращенном формате я такую логику написать просто не смогу. И здесь тоже возникает разница о том, что вы не всегда можете использовать сокращенный формат. Вам об этом также нужно помнить. Если нам нужно сделать преобразование данных, ну то есть перевести их тип в другой, как мы здесь переводили строку с помощью плюсика в число, я буду использовать только развернутый вариант записи. В сокращенном я этого сделать не могу. JavaScript однозадачный, и выполнять одновременно две задачи он не может. Из-за этого нам приходится выбирать. Или переобразовываем тип данных, или пишем сокращенную запись. Таких моментов будет еще очень много. Мы в процессе будем оговаривать каждый. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.